Здравствуйте. Наш проект называется ФАРА. Он является реализацией метода радиоволнового просвечивания РВП, который также известен за рубежом под названием Radio Imaging Method. Мы занимаемся полным спектром задач, связанных с этим вопросом. Мы разрабатываем методику, оборудование, программное обеспечение, а также занимаемся организацией полевых работ. Немного истории. Сам метод не является новинкой. Эксперименты подобного рода проводились еще в середине прошлого века. Первый вариант аппаратуры, который положил начало развития нашей системы, был создан в 1983 году в Санкт-Петербургском, в то время Ленинградском научно-исследовательском институте Виркрут Геофизика. В 2003 году наша группа выделилась в независимую коммерческую компанию Геофара, которая существует и успешно работает по сей день. Мы постоянно работаем над развитием и совершенствованием нашей системы. В настоящий момент мы разрабатываем ее 8-е поколение. Наша группа преимущественно работает на территории Канады. Эта история началась в 1997 году, когда компания Falconbridge заинтересовалась применением метода и провела тестирование различных систем. Мы выиграли это соревнование, и начиная с 1998 года мы проводим там производственные работы. Среди наших клиентов две крупнейшие компании по производству никеля в мире – это Glencore, бывшая Xstrata и Falconbridge, и Vale, бывшая CVRD и Inco. 2002 год стал поворотной точкой в нашей истории. В этом году мы приняли участие в первичном исследовании одного из крупнейших месторождений прошлого десятилетия никель-рим в районе Садбери. Мы проводили исследование скважины МАК-100, которая подсекла интервал массивного сульфида в другие имеющиеся рядом скважины. Наши исследования внесли вклад в определение границ рудного тела, его мощности, углов залегания и так далее, что потом было использовано при закладке новых уточняющих скважин и при построении окончательной модели рудной залежи. В 2005 году для разработки этого рудного тела был построен рудник, который работает по сей день. Мы также проводили работы под землей с целью поиска новых перспективных залежей для добычи на этом руднике. Участие в разработке никель-рим сделало нам хорошую рекламу, в результате чего нашими работами заинтересовались многие горнодобывающие компании Канады. Несколько слов о том, как это работает. Для проведения исследований нужны две скважины. В одну из скважин опускается передатчик. Передатчик излучает электромагнитную энергию. В другую скважину опускается приемник. Приемник проходит вдоль скважины и регистрирует сигнал во время движения. В случае однородного пространства, то есть если объекты между скважинами отсутствуют, полученный сигнал не имеет аномалий. Теперь предположим, что между скважинами расположен проводящий объект. При прохождении через него энергия передатчика частично поглощается, в результате чего при регистрации происходит падение уровня сигнала по сравнению с его уровнем в однородном пространстве. В случае высокой проводимости объекта энергия сигнала полностью поглощается. Сигнал падает до уровня шумов, что не позволяет получить информацию о внутреннем строении объекта. Затем позиция передатчика изменяется, вместе с чем изменяется положение минимума сигнала. При различных позициях передатчика положение минимума меняется по-разному. Система анализирует всю совокупность откликов от потенциальных объектов. В результате строится томографическое изображение, которое наглядно демонстрирует аномалии проводимости в межскважинном пространстве. На рисунке изображена схема измерения системы ФАРА. Скважинные модули приемника и передатчика опускаются в скважину при помощи лебедок. Кабель проходит через блок баланс, который закрепляется на обсадной трубе скважины. Сигнал по кабелю идет на поверхность и поступает на наземные пульты приемника и передатчика. Наземные пульты соединяются между собой обычной двухпроводной линией. Сбор и запись данных происходит на пульте приемника. Скважинные модули приемника и передатчика имеют схожую структуру. Снизу скважинных модулей расположена электрическая антенна. Длина антенны зависит от условий измерения и может колебаться от 5 до 40 метров. Внизу антенны расположен груз, который не допускает ее складывания во время движения вниз. Далее следует непосредственно сам приемник или передатчик. Выше расположена специальная система фильтров, которая препятствует распространению электромагнитной энергии вдоль кабеля и сводит на нет эффект кабельного выноса. Длина системы фильтров 90 метров. Далее расположен бустер, который усиливает сигнал, ослабленный после прохождения через фильтры. Общая длина скважинного модуля варьируется от 100 до 140 метров. Максимальный диаметр определяется диаметром груза и составляет 42 мм. Теперь несколько примеров. Можно условно выделить несколько типичных задач, которые способна решить наша система. На иллюстрации приведен пример решения задачи поиска неизвестных объектов. Здесь наша система выявила проводящую зону в пространстве между скважинами, которые не имели рудных посечений. Проведенная по результатам наших работ бурение установила, что зона соответствует медно-никелевой залежи. График справа демонстрирует разницу между расчетным сигналом для пространства в отсутствии проводящих объектов синий и полученным сигналом красный. Их разница является следствием поглощения энергии проводящим объектом рудным телом.
Здесь приведем пример, когда при проведении буровых работ по сети скважина вскрыла два рудных подсечения. Возник вопрос о масштабе и характере рудных тел, соответствующих этим подсечениям. Наша система была привлечена для оптимизации уточняющего бурения. С применением фара было установлено, что минерализованные зоны, соответствующие подсечениям, имеют вытянутый характер, параллельное падение и разную протяженность, выклиниваются, не достигая другой скважины. Как и в предыдущем случае, график показывает разницу между расчетным сигналом для безрудного пространства и полученным сигналом. В данном случае задача ставилась следующим образом. Существовало известное протяженное рудное тело, расположенное в зоне контакта. Было известно, что контакт на некотором расстоянии меняет свою структуру, и нужно было определить, как в связи с этим меняется рудное тело. По результатам проведения работ было установлено, что рудное тело справа теряет свою минерализацию на расстоянии 400 метров от правой скважины и окончательно выклинивается на расстоянии 450 метров. Эти выводы были подтверждены изображенными на рисунке заверочными скважинами. Помимо оконтуривания рудного тела, была также зафиксирована зона проводимости слева, не имевшая на тот момент соответствия с известными геологическими структурами. Заверочная скважина вскрыла зону дробления, насыщенную минерализованной водой. Несмотря на то, что этот результат не имел практической ценности с точки зрения добычи, он был учтен при планировании гидротехнических работ в этом районе. Помимо определения внешней границы объекта, система в некоторых случаях позволяет определить его внутреннюю структуру. На рисунке показан пример, когда обе скважины вскрыли обширные интервалы слабой рассеянной минерализации. Использование системы позволило не только определить форму, размеры и границы зоны, соответствующей слабой минерализации, но также выявить локальную область массивной минерализации внутри зоны. Графики демонстрируют разницу между расчетными значениями амплитуды и фазы сигнала для пространства в отсутствии проводящих объектов и полученным сигналом. Часто наша система привлекается для подтверждения того, что запасы месторождения исчерпаны и дальнейшее использование связанных с ним структур нецелесообразно. В данном случае существовал рудник, разведанные запасы которого подходили к концу, и стоял вопрос о его закрытии. Бурение по периферии не выявило промышленно значимых рудных зон. Как последний этап, руководство компании приняло решение провести работы фара, чтобы убедиться в правильности решения о закрытии рудника. В процессе исследований было выявлено несколько проводящих зон. Ни одна из них не была подсечена существующими скважинами. Две из этих зон вы видите на изображении. По нашим работам была утверждена программа расширенного бурения, в результате которой объем потенциальных запасов рудника был скорректирован. В настоящий момент руководство компании приняло решение о продлении жизни рудника еще на 10 лет. Рассмотрим некоторые особенности нашей системы. Поскольку проект изначально создавался как коммерческий, существенное внимание было уделено производительности. Возможность накопления данных в процессе движения приемника позволила существенно сократить время измерений. Также отличительной особенностью системы является возможность работы на нескольких частотах одновременно, что существенно повышает надежность результатов без снижения производительности. Фара позволяет проводить работы в широком диапазоне геометрических параметров, расстояние между скважинами до километра, диаметр скважин более 42 мм, глубина до 3 км. Способность регистрации как амплитудных, так и фазовых характеристик сигнала дает дополнительную информацию о среде и расширяет возможности для дальнейшей обработки. В фара существует двухступенчатая система контроля качества полевых материалов, благодаря чему достигается максимальная достоверность результата. Система может записывать данные на нескольких частотах одновременно. Как следствие, получается несколько независимых томографических изображений, соответствующих различным частотам, которые позволяют выделить различные особенности объектов. Высокие частоты, обладая наибольшим разрешением, позволяют наиболее точно описать слабопроводящие и мелкие объекты. Низкие частоты обладают большей способностью к проникновению и способны получить информацию о более проводящих объектах. На рисунке показаны томографические изображения для 4 различных частот. В центральной части изображения находится проводящая зона. На самой высокой частоте 2,5 МГц слева электромагнитная энергия не проходит сквозь зону, поэтому центральная часть изображения оставлена пустой. По мере понижения частоты слева направо размеры пустой области уменьшаются, и на самой низкой частоте 312 кГц правое изображение пустая область соответствует наиболее проводящей части зоны. Как было сказано ранее, система обладает двухступенчатой системой контроля качества полевых материалов. Первая ступень связана с проверкой работоспособности. Цикл проверки включает в себя измерение параметров всех основных соединений подземных модулей с целью выявления протечек. Также система передатчика проверяется при помощи тестового эмулятора приемника, а система приемника при помощи тестового эмулятора передатчика. Полная проверка осуществляется как в начале измерений, так и в конце, что гарантирует стабильное состояние системы и, как следствие, качество результата. Помимо основного цикла проверки, в процессе измерений регистрируются ключевые параметры работоспособности системы, что позволяет оператору принимать оперативные решения о необходимости замены тех или иных элементов.
Вторая ступень контроля качества связана с практикой двухсторонних измерений. По завершении измерений скважинные модули передатчика и приемника меняются местами, измерения проводятся заново. В результате получается два независимых набора данных, собранных на одной и той же паре скважин, но с разных сторон. Эти наборы обрабатываются отдельно, после чего появляются два независимых томографических изображения, соответствие которых говорит об общей достоверности результата. На рисунке слева представлено томографическое изображение для передатчика слева, в центре – для передатчика справа, и, наконец, обработка по полному набору данных. Как можно видеть, изображения отличаются лишь незначительными деталями, что говорит о высоком качестве результата. Лебедки и система управления ими является важной составляющей фара. В отличие от других скважинных методов, модуль приемника находится в непрерывном движении вверх и вниз по скважине. В среднем в день совершается 20-30 спускоподъемов, в результате чего общее перемещение модуля приемника может достигать 50 км. В нашей истории мы пытались использовать спускоподъемные устройства различных производителей, но ни одно из них не совмещало надежность и достаточную скорость перемещения скважинного модуля. Поэтому мы сами разработали спускоподъемные системы, всецело удовлетворяющие нашим требованиям. Их многолетнее использование подтвердило высокую надежность, они обеспечивают скорость до 2,5 метров в секунду. И в заключении несколько фотографий процесса измерений. Здесь показано рабочее место оператора приемника. Оператор приемника является руководителем измерений, отдает команды группе передатчика, следит за процессом в реальном времени, принимает решения об остановке накопления данных, проведении повторного контрольного измерения, извлечении скважинного модуля с целью замены элементов и так далее. Поскольку измерения проводятся при высокой скорости перемещения модуля приемника, отдельная роль выделена для оператора лебедки. Он следит за состоянием кабеля, регулирует скорость перемещения, отслеживает момент возможной аварийной блокировки модуля в скважине и так далее. Наша команда накопила богатый опыт работы под землей на действующих рудниках. Мы хорошо знакомы с принципами организации подземных работ и особенностями логистики рудников. Также мы хорошо знаем специфику техники безопасности при проведении подземных работ, к соблюдению которой предъявляются особые требования. Спасибо за внимание. На нашем веб-сайте farasystem.ru вы можете найти больше информации о нашей системе, примеры применения, технические детали, фотографии и многое другое. Еще раз спасибо.